Мы продолжаем разговор о результатах американских выборов, и сегодня он может быть более предметным. Сегодня мы видим, провал демократов на этих выборах не случайность, не следствие какой-то ситуативной ошибки. Провал этот был совершенно закономерен. Демократы полностью продолбали своего избирателя. Они не то что даже плохо вели избирательную кампанию, они ее вели не в ту сторону и разговаривали с теми, кого нет. Не столько Трамп удачно выступил, сколько Америка радикально изменилась. Только перед тем, как начнем объявление. В нашей команде открыта вакансия для автора с опытом написания научно-популярных текстов на историческую тематику. Если вы можете рассказывать об истории не только по фактам, но и интересно, а также ориентируетесь в событиях Второй мировой войны, связанных с Азиатско-Тихоокеанским фронтом, пожалуйста, заполните анкету по ссылке в описании к этому видео. Мы видим, республиканцы сохранили почти все свои традиционные страты поддержки и даже укрепили их. Белые американские мужчины без высшего образования и раньше были очень правыми. Голосовало за республиканцев плюс 35% по отношению к демократам, стало же плюс 39%. У белых женщин без высшего образования было плюс 19% в пользу республиканцев, стало плюс 25%. Возрастная страта от 45 до 64 была плюс 4%, стало плюс 10%. С этими категориями все очень понятно, мы не раз об этом говорили. Нижний и средний класс, синие воротнички, люди старшего трудоспособного возраста – все они чувствуют себя проигравшими даже не от какой-то конкретной политики, конкретной администрации, а глобально проигравшими в 21 веке. Глобализация экономики с переездом предприятий и рабочих мест в Азию, приток мигрантов и конкуренция за рабочие места внутри страны, цифровизация и автоматизация экономики, сокращающая потребность в труде в принципе – такие процессы делают этих людей беднее, а их будущее становится все более туманным. Условный дальнобойщик не получает футуристического наслаждения, когда смотрит презентацию беспилотного грузовика, потому что штука эта разрабатывается только за тем, чтобы оставить его без работы. В среднем всем станет от беспилотных грузовиков только лучше. Они станут быстрее, эффективнее, дешевле, экологичнее, снизятся транспортные издержки. Но дальнобойщику от этого не легче. Персонально для него это станет катастрофой. То же самое с притоком мигрантов. От притока бесплатных людей, не в том смысле бесплатных, что им платить не нужно, а в том смысле, что их не нужно было с нуля выращивать, учить, лечить и так далее. Они приехали и сразу могут работать. От их появления экономики в целом хорошо. Но если персонально у тебя мексиканец, готовый крутить баранку за сумму вдвое меньшую, чем получал ты, забрал ту самую баранку и работу, то тебя совершенно не утешат, что цифры экономического благополучия в целом выросли. Это главная проблема больших технологических и социальных трансформаций. Она возникла и в России в 90-х, и вообще с подобной проблемой все человечество столкнулось в начале прошлого века. Объективно, в среднем все очень сильно выиграли. Человечество в целом стало жить лучше, дольше, безопаснее и благополучнее. Но те, кто проиграл в моменте, проиграл совсем, окончательно. Кроме системных причин для недовольства, есть еще и ситуативные, которые касаются именно начала 20-х годов. Ковид и политика борьбы с ним очень сильно разогнали инфляцию во всем развитом мире. США тут не исключение. Инфляция достигла пика в 2022 году. 9%. Таких цифр не было 42 года, с 1980-го. С инфляцией удалось справиться, сейчас она у целевых значений, между 2 и 3%. Но никто не отменял накопленного эффекта. Цены на базовые товары, в первую очередь на еду, по всему миру выросли, если сравнивать с доковидным периодом. Выросли очень сильно. Надо быть слепым, чтобы этого не замечать. А инфляция – это всегда налог на бедность. Именно у рабочих, у тех, кого называют синими воротничками, нет способа защитить свои доходы от инфляции. Если 10 из своих $20 в час вы тратите на аренду жилья, 7 на еду и 3 заливаете в бак автомобиля, у вас просто не останется денег, которые можно положить на депозит, на которые можно купить ценные бумаги, недвижимость или долю в бизнесе. Если весь ваш доход тут же превращается в потребление, то цифры инфляции для вас абсолютны. Если стоимость еды выросла за 5 лет наполовину, то вы будете питаться либо хуже, либо меньше. Если аренда жилья выросла на несколько десятков процентов, то вместо дома на 3 спальни вам придется где-то искать квартиру с одной. Экономическая политика администрации Байдена в целом была чрезвычайно успешной. Инфляция стабилизирована, экономика очень уверенно растет. США де-факто единственная богатая страна с растущей экономикой.
Безработица с абсолютно рекордных значений 2020 года откатилась к минимуму, стабильно плавая вокруг 4%. Но если вы как получали 20 баксов в час за вождение погрузчика на складе Амазона 5 лет назад, так получаете и сейчас, а продукты подорожали в половину, то вас не интересует, что экономике в целом хорошо. Эта экономика на вас не работает. Поэтому нет ничего удивительного, что американские белые мужчины и женщины без высшего образования и раньше голосовали за Трампа, а теперь стали голосовать за него еще больше. Они явно ощущают, что вся политика работает против них. И в это прицельно била вся трамповская риторика. Но есть и другие, намного менее ожидаемые результаты. Молодежь, которая раньше давала преимущество демократам, сейчас сильно поправела. Как это получилось и почему? Обсудим после рекламы. С каждым годом все больше стран запускают у себя визовые программы цифровых кочевников. Есть такая и в Германии – фриланс-виза для представителей свободных профессий. Но сейчас получить этот ВНЖ стало сложнее и дольше, ждать его придется около года. Есть путь куда проще. Можно найти себе немецкую компанию, которая будет вас представлять на международном рынке, возьмет вас в штат, поможет с оформлением ВНЖ и займется вашим документооборотом. И если вы высококвалифицированный специалист, то сможете получить Blue Card, это самый крутой немецкий ВНЖ, и перевести свою семью в Германию сразу на 4 года. Это возможно с новой услугой от компании Intermigra – Remote. У вас появится немецкий фронт-офис, который позволит работать с заказчиками по всему миру. Сможете работать даже с теми компаниями, которые не сотрудничают с фрилансерами напрямую. Intermigra поможет вам и членам вашей семьи подать документы на ВНЖ Германии, а также возьмет на себя бумажную волокиту. Заполнять налоговую отчетность самостоятельно и на немецком вам не придется. Немецкий язык, кстати, знать не обязательно. Достаточно иметь стабильный высокий доход от 4885 евро в месяц, получать международные заказы, а также иметь высшее образование или опыт в IT от 3 лет. Уже через 3-5 лет, в зависимости от вашей интеграции, вы сможете претендовать на гражданство Германии. Записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании, чтобы выяснить все подробности программы. Intermigra также помогает оформить и другие немецкие визы, предоставляет налоговые консультации, может помочь с получением ПМЖ. Подписывайтесь на их телеграм-канал, там регулярно публикуют полезные иммигранту новости и информацию по визовым программам. Продолжим. Значительно вправо сдвинулись те страты избирателей, которые всю жизнь составляли социальную базу демократов и, казалось, прибудут с ними вовеки. Во-первых, молодежь. Страта 18-29 лет сдвинулась вправо аж на 15%. Да, она все еще дает преимущество демократам, но это преимущество с подавляющего сократилось до 10%. Надо сказать, что специалисты, изучавшие американское общество, уже какое-то время аккуратно об этом сдвиге говорили. Даже у нас был ролик на эту тему где-то полгода назад, что проигравшими в новом мире, как бы парадоксально это ни звучало, могут чувствовать себя молодые люди. По идее, все должно быть не так. По идее, ото всех глобальных перемен молодые выигрывают в первую очередь. Когда у вас происходит промышленная революция, 50-летний крестьянин не может от нее выиграть. Он останется крестьянином. 20-летний же пойдет в город, устроится на фабрику и обретет такое качество жизни, какого в его роду никогда не было. Когда у вас разваливается плановая советская экономика и приходит рынок, для молодых это подарок. Юноша с дипломом технического вуза, вместо того, чтобы до конца жизни чертить снаряды за 150 рублей в месяц, сразу отправляется в расцветающий технический сектор и встает у истоков какого-нибудь Яндекса. В то время как его отец вынужден по выходным торговать носками на рынке, потому что в его КБ месяцами не платят зарплату, а когда тебе сильно за 40, то уже сложнее что-то менять. Хорошо быть молодым, когда правила игры изменились. Ты сразу начинаешь играть по новым правилам и получаешь огромное преимущество перед теми, кому надо переучиваться. По идее, молодежи должно нравиться текущее положение вещей. Они вроде как должны голосовать за статус-кво, а не за революционные перемены и радикальный разворот назад, в противоположную сторону. Грубо говоря, у них есть возможность сразу выбрать такую профессию, где они не будут конкурировать с роботом или мексиканцем. У них есть возможность сразу пойти работать в Google, а не на фабрику, которая вот-вот уедет в Индию. Но оказывается, что все совсем не так. Оказывается, и сдвижение в сторону Трампа однозначно об этом свидетельствует, что молодые люди испытывают как минимум не меньшую фрустрацию и беспокойство о будущем, чем их родители. Во-первых, потому что все четко понимают, прожить ту же жизнь, что и старшее поколение, нынешняя молодежь не сможет. Условно назовем это эффектом Симпсонов.
Мультсериал этот начал выходить в конце 80-х и демонстрировал образ жизни стереотипного работяги из провинции тех времен. Он звезд с неба не хватает, колледжа не заканчивал, карьеры никакой не делает, всю жизнь сидит на одной должности, зарабатывает стандартную для местности зарплату, плывет по течению и больше стремится побыстрее оказаться в таверне Мо с кружкой пива, чем преуспеть в жизни. При этом у него есть дом, за который он платит ипотеку, жена-домохозяйка, 3 маленьких детей и 2 автомобиля. То есть, проживая свою очень неуспешную и совсем не выдающуюся жизнь, он все это умудряется тянуть. Новому поколению такая жизнь не грозит. Они не смогут найти одну работу на всю жизнь и просто на ней работать, проживая жизнь среднего класса. Новое поколение заходит на рынок труда, где с серединой все очень плохо. Где будут либо те, кто создает роботов для распределительного центра Амазона, получая сотни тысяч в год, либо те, кто бок о бок с этими роботами таскает коробки за минимальную зарплату, и между ними никого. 30 лет назад, собирая бургеры в Макдональдсе, ты знал, что после того, как закончишь колледж, ты получишь нормальную работу в офисе. Теперь же, к моменту, когда диплом окажется у тебя в кармане, может оказаться, что твою специальность уже заменил искусственный интеллект, а твоя отрасль полностью умерла или переродилась во что-то иное, и теперь тебе кричать «свободная касса» до конца дней своих. Современная экономика, с одной стороны, дает массу возможностей для того, чтобы преуспеть. С другой стороны, если ты не преуспел, то совсем провалился. Ты не будешь, как Гомер Симпсон, потихонечку дожидаться заслуженной пенсии в большом доме с большой семьей. Ты будешь водить Uber без трудового договора, без гарантированной зарплаты, без медстраховки, больничных отпусков. Ты будешь жить в студии в 25 квадратных метров и думать только о том, как заплатить за еще 1 месяц, а не о семье и детях. Не с ровного места берутся такие мемы в Твиттере. Типа, мол, мои родители в 20 лет, давайте заведем 2-го ребенка и купим дом. Я в 30 лет развожу пиццу и живу в подвале дома родителей. Молодежь довольно остро ощущает, что в отличие от родителей живет одним днем, что будущее наступило такое, где в 2 счета можно остаться безо всякого будущего. Твой дед ушел с работы в 70, и ты уйдешь с работы в 70, но есть нюанс. Он ушел сидеть у камина в окружении внуков, получая щедрый чек из пенсионного фонда ежемесячно. А тебя просто выкинут по старости без выходного пособия в пользу мигранта, который моложе и дешевле. Таким образом, молодежь попадает в ту же социальную категорию, что и традиционные сторонники Трампа и вообще политиков популистического спектра. В категорию людей, которые обоснованно считают, что политический мейнстрим живет где-то на Луне и говорит на тарабарском. Что это оторванные от жизни люди, которых интересует все, что угодно, включая трансгендерные переходы в тюрьмах, кроме той жизни, которую живут реальные люди в реальной Америке. Для них существующая система базово несправедлива. Она выбрасывает на обочину жизни каждого, кто в ней не преуспел. А очень богатые и очень благополучные люди в Вашингтоне делают вид, будто так и надо, и очень озабочены тем, как бы защитить от дискриминации мигранта-мусульманина. Но совершенно забыли об американском юноше, который с выросшими ценами на все теперь должен развести вдвое больше пиц, чтобы заплатить за квартиру и поесть. Может быть, среднестатистическому 25-летнему Дональд Трамп, как персонаж, со всем его свирепым стариковским ворчанием, не близок максимально. Может быть, даже эстетически омерзителен. Но голосование за Дональда Трампа – это далеко не всегда голосование за конкретного человека. Даже не факт, что голосование именно за республиканского кандидата. Это в том числе способ высказаться, да так, чтобы тебя услышали. Сказать, что все неправильно, все сломалось и все надо менять. Эти политики разговаривают с кем угодно, с журналистами, друг с другом, с Твиттером, но не с нами, думает американская молодежь. Наших отцов тоже раздражают разговоры, что они, мол, белые угнетатели, которые всем на свете должны. Но наши отцы, говорят эти американские молодые люди, эти разговоры слышат из своих больших домов и просторных офисов. А мы, белые угнетатели, угнетенному беженцу из Ирана чистим салон его белоснежного Порше. Гендерный баланс на рынке труда, стеклянный потолок в карьере для женщин – это все нехорошо, очень важно и стоит, наверное, когда-нибудь поговорить и об этом. Но если целое поколение будет перебиваться с починки стиральных машин на доставку барахла с Амазона, наступит такое гендерное равенство, от которого мы все обеими полами взвоем. Обращаясь к нам, опять же, думают американские молодые люди, политики ведут себя так, будто мы тут все до одного в штаб-квартире Apple работаем. Будто денег у нас, как у дурака фантиков. Будущее обеспечено, и есть бесконечное количество времени, чтобы посвятить его рассуждениям о правах человека, о дискриминации, о гендерных свободах, о международной обстановке. Наверное, это очень важные темы, и мы концептуально даже солидарны.
Но 1 числа платить за квартиру, и надо на это дело где-то достать еще $300. Эта ежемесячная мысль как-то мешает думать о высоком. И мы прям явно видим с вами. Демпартия в целом и штаб Харрис в частности это фундаментальное изменение настроений профукали. Они считали, будто молодежь у них в кармане, что они с ней говорят на одном языке, но не учли того обстоятельства, что молодежь времен Барака Обамы и нынешняя – это две совсем разные категории. 16 лет прошло с 2008-го. Нынешняя молодежь находится внутри самого радикального общественного и экономического сдвига за последнее столетие. Эта молодежь совершенно обоснованно опасается проиграть. Оказаться в мире, где среднего класса не существует вовсе. Где на одного победителя, который пишет нейросети, приходится 20 человек, которые обслуживают его быт. Демократы явно исходили из того, что молодым людям все плюс-минус нравится, что для молодежи они свои, что они вместе с молодежью противостоят 50-летнему реднеку в красной кепке. А столкнулись демократы с совсем другой молодежью, с другими настроениями, которой идея снести к чертям Вашингтонское болото нравится больше, чем Белый дом без Трампа. Это фантастический провал. Это по-русски называется «жить под собою, не чуя страны». Продолбать момент, в который под тобой исчез электорат. И это же стало для республиканцев фантастическим успехом. Трамп понял, что конкретные детали, конкретные пункты программы на этих выборах не имеют никакого значения. Что эти выборы – голосование против текущего положения вещей. Не так важно, что избиратели не согласны с идеей запрета абортов. Важно, что избиратели солидарны с тем, что в Вашингтоне сидят козлы вонючие, которым плевать на их проблемы. Трамп понял, что нужно как можно чаще и громче все это повторять. Понял, что нужно быть злобным старикашкой, который своей клюкой сейчас отмудохает всех тех офигевших от собственного благополучия типов из власти. Такой кандидат в равной степени нужен и 20-летнему студенту, и 50-летнему трактористу. У этих двоих взгляды могут быть совершенно противоположными, но лоснящиеся успехом люди, которые без конца учат их жизни, бесят совершенно одинаково. То, что могло казаться во время кампании полным безумием, вот эти бесконечные оскорбления всех подряд, генерация самозабвенной ненависти, в нынешних условиях оказалось очень успешной политтехнологией. То, что должно было отпугнуть избирателей, оказалось тем, что им нужно было. Еще поразительнее, чем сдвиг среди молодежи, это сдвиг среди меньшинств, который по цифрам еще радикальней. Демократическая партия – это традиционно партия большинства меньшинств. Чернокожие, латиносы, азиаты – это настолько базовый электорат демпартии, что за них никогда даже всерьез не боролись. Как есть четко демократические штаты, так есть четко демократические страты, и меньшинства были среди них. И там какой-то запредельный, статистически невероятный для одного избирательного цикла сдвиг. Латиноамериканцы уехали вправо на 20%. Азиаты не сильно отстали. Будто на США массово десантировали совсем других людей, которых раньше не было. Латиноамериканские избиратели из крайне демократической страты сдвинулись почти к центру. Этому, кстати, есть объяснение. Американцы в первом поколении, только что ставшие гражданами, больше других переживают о том, что их бывшие соотечественники отберут их рабочее место. Это их непосредственные конкуренты. Это объяснение, однако, недостаточно. Если среди людей, только получивших паспорт, есть немало тех, кто отдает голос за человека, буквально называющего их людьми второго сорта, отравляющими кровь нации, это свидетельствует о таком фундаментальном ценностном переломе в обществе, который только предстоит осознать. Дональд Трамп каким-то чутьем смог все эти перемены почуять и оседлать, одержав совершенно фантастическую победу. И это огромный вызов не только для демпартии, но и для всего американского политикума. В ближайшее время им следует заново познакомиться со своим обществом и понять, как оно живет, на каком языке говорит. Те, кто этого не сделают, перестанут быть политическими субъектами. Важно в конце предостеречь всех от похорон демократии. Демократия ровно для того и нужна, чтобы в моменты самых драматических переломов, когда люди раздражены и недовольны, они могли свое недовольство выразить легальным образом, в цивилизованной конкурентной борьбе. Поставить галочку за одного кандидата, а не за другого. И вот так, как сейчас в Америке, с треском прокатить политическую силу, которая упустила настроение общества и говорила совсем не о тех вещах, которые волнуют избирателей. В системах, где нет столь простого и бескровного инструмента, недовольство людей тоже обязательно будет выражено, никуда оно не денется. Но будет выражено не в форме голосования на выборах, а путем расстрела бывшего императора вместе с семьей в подвале Ипатьевского дома.
Демократия – это возможность системы реагировать на перемены в обществе безопасным для себя и окружающих образом. И сейчас мы наблюдаем именно это. Драматичнейшая трансформация общества политически выражается не в гражданской войне или революции, а в том, что один кандидат победил другого. До завтра.